Привет, друзья! Кто бы мог подумать, хоть официально Олаф Шольц покинул пост канцлера, но только теперь Германия начинает понимать, что именно скрывалось за фасадом демократии его эпохи. Все больше источников, включая бывших сотрудников правительства, говорят о теневой схеме, которую Шольц составил после себя, системе влияния, контроль над медиа и ручного управления решениями. Интересно, что сразу после смены власти несколько чиновников спешно подали в отставку. Почему и чего они боятся? По словам людей, близких к канцлеру Фридриху Мерцу, раскрываются документы и схемы, которые никогда не должны были попасть в публичное поле. Расследуются неформальные договоренности с иностранными структурами, огромные финансовые потоки и влияние на парламентские инициативы, и все это без одобрения Бундестага. Возникает логичный вопрос, кто в действительности управлял Германией при Шольце? Крупные немецкие СМИ либо игнорируют происходящее, либо пытаются замылить суть. Но в кулуарах Берлина признают, Мерц получил доступ к материалам, которые могут изменить восприятие прошлых лет. Все это не просто политическая борьба, это попытка демонтировать глубинное государство, которое контролировало ФРГ изнутри. Кто же финансировал ключевые медиа? Кто направлял повестку и принимал внешнеполитические решения? И главное, почему эта сеть до сих пор работает? По инсайдерским данным, Мерц намерен обнародовать часть материалов уже в ближайшие месяцы. Это может вызвать политическое землетрясение не только в Германии, но и по всей Европе. Потому что если подтвердится, что внутренние решения координировались через внешние каналы, речь пойдет не просто о коррупции, а о предательстве интересов государства. Готова ли Германия посмотреть правде в глаза? Или старая система снова попытается спрятать скелеты в шкаф? Но это только начало. То, о чем раньше говорили шепотом, сегодня обсуждают уже открыто. При Шольце существовала параллельная структура управления, которая действовала в обход официальных институтов. Бывшие советники, аналитики, сотрудники дипслужб все чаще делятся информацией о неформальных кураторах внутри правительства, имевших прямую связь с иностранными разведками. И имя, которое чаще всего звучит – ЦРУ. По одной из свежих утечек в распоряжении американской разведки регулярно оказывались документы еще до того, как их видел немецкий парламент. Это касается и внешнеполитических решений, и энергетических контрактов, и даже определенных кадровых назначений. Все указывает на то, что при Олафе Шольце Германия частично потеряла контроль над собственной суверенностью. Возникает вопрос, это халатность или сознательный курс? Особую тревогу вызывает тот факт, что некоторые из тех, кто работал с внешними кураторами, до сих пор занимают ключевые посты. Почему никто не проводит проверку? Почему они все еще принимают решения? И кто их прикрывает? Новая команда Фридриха Мерца по неофициальным данным начала внутреннюю проверку этих связей. И то, что уже известно, шокирует даже самых стойких скептиков. Операции информационного влияния, манипуляции в СМИ, давление на оппозиционных политиков – все это, по сути, превращало Германию в зону внешнего управления. Судя по первым шагам, Мерц не намерен просто стоять и наблюдать. Он вычищает остатки старой системы, формирует новое разведывательное направление и усиливает контроль над потоками информации. Но дело уже не только в Берлине. Слишком много интересов связано с Германией на международной арене. И вот тут начинается главное. Если Мерц действительно решит идти до конца, он может стать самым опасным человеком для тех, кто привык управлять ФРГ из-за кулис. Вопрос остается открытым. Готов ли он к конфликту с невидимой властью? Или найдутся силы, которые попытаются остановить его любой ценой? А вот здесь начинается самое интересное. Кажется, Германия впервые за десятилетия столкнулась с реальностью, от которой политики привыкли отмахиваться. ЦРУ не просто где-то там, а прямо в центре Берлина. Последние утечки, сопровождающиеся серией медийных совпадений, показали, что внутри страны действует хорошо организованная структура, связанная с американской разведкой. И ее цель – это контроль над немецкой политикой, а не сотрудничество. Информационные сливы, компроматы на политиков, странные медиакомпании – все это больше не выглядит как теория заговора, особенно на фоне показаний бывших сотрудников спецслужб и намеков от действующих депутатов. Речь уже идет не о влиянии, а об открытом вмешательстве во внутренние процессы. И главный вопрос сейчас, кто все это крышевал при Шольце? И почему никто не проверял, откуда медиа получают точную информацию из закрытых совещаний правительства? С приходом Фридриха Мерца ситуация кардинально меняется. Его команда уже провела внутреннюю ревизию по линии безопасности
И, по словам осведомленных источников, некоторые специалисты, назовем их так, связанные с американскими структурами, были отстранены от доступа к информации. Более того, Мерц дал понять, что такие вот схемы – это прямая угроза суверенитету страны, и она больше не будет терпима. Но самое тревожное, в кулуарах уже звучат слухи, что ЦРУ активно мониторит именно шаги Мерца. Он неудобный для них, он не встроен в старую модель, он не готов беспрекословно следовать рекомендациям извне, и потому, по мнению аналитика, может быть следующей мишенью в информационной кампании. Угрозы давления, компроматы, утечки – все возможно, если цель проста – удержать Германию в привычной орбите влияния. Мерц это знает и, судя по всему, готов идти на жесткие шаги вплоть до изгнания всех оставшихся агентов влияния из ключевых структур. Но тут возникает опасный момент, как далеко может зайти эта борьба. И не окажется ли, что борьба Мерца за независимость – это объявление войны целой системе, которая десятилетиями считала Германию своей территорией. Но ситуация усложняется еще больше. Америка больше не та. С возвращением Дональда Трампа в Белый дом все, что строилось в последние годы между Соединенными Штатами Америки и Европой, рушится с оглушительным треском. Особенно чувствует это Берлин. Германия, привыкшая быть, скажем так, партнером Вашингтона при Олафе Шольце, вдруг оказывается вне приоритетов новой американской стратегии. Трамп открыто заявляет: Америка прежде всего, а это значит никаких поблажек союзникам, никаких денег просто так и никакого контроля над Европой со стороны Берлина. Первые действия Трампа уже ощутили в немецких кабинетах власти. Финансовые совместные программы сворачиваются, давление на Германию по военной линии наоборот усиливается, а старые каналы влияния, те самые, что работали через ЦРУ и медиа, внезапно теряют поддержку. Старая элита в панике, и в этот момент на сцене остается один сильный игрок – Фридрих Мерц. У Мерца появляется редкий шанс перестроить отношения с Соединенными Штатами Америки не как вассал, а как равноправный партнер, либо же полностью выйти из-под внешнего контроля и построить новую независимую политическую модель. Но путь непростой. Вашингтон с Трампом может потребовать от Берлина полной лояльности, либо поставить ультиматум, а значит давление будет расти как со стороны Соединенных Штатов Америки, так и изнутри. Старая проамериканская сеть в Германии все еще сильна и не собирается сдаваться. Трамп рассматривает Европу как рынок, а не как союзник. И если Германия не подстроится, она рискует оказаться изолированной. Но Мерц не тот, кто идет по чужим сценариям. Он уже дал понять, времена зависимости от Соединенных Штатов Америки заканчиваются, новый курс будет определяться именно в Берлине, а не в Вашингтоне. Так что сейчас решается судьба не только Германии, но и всей Европы. Будет ли она играть свою игру или снова встанет в тени американского флага? Посмотрим. Фридрих Мерц оказался в самой горячей точке мировой политики. На востоке давление изнутри Евросоюза, на западе возвращение Дональда Трампа и жесткие требования Вашингтона. И теперь перед Мерцем стоит выбор, который может навсегда изменить лицо Германии. Пойти на союз с Дональдом Трампом или заявить о себе как о новом лидере Европы, который ведет континент по собственному пути. Трамп выдвигает ультиматумы: больше денег на оборону, меньше самостоятельности, никаких европейских игр. Его Америка прежде всего предполагает, что Германия должна подчиняться, но Мерц уже показал, что не собирается быть чьим-то вассалом. Он говорит о политике суверенитета, о правах Германии самостоятельного определения внешнеполитического курса. Именно поэтому в кулуарах все чаще звучит слово «конфликт». С другой стороны, Европа сама трещит по швам. Франция в панике, Макрон не понимает, что делает Берлин, Италия ищет сближение с Востоком, Польша открыто критикует брюссельскую элиту, а в Германии Мерц готовит отказ от прежней внешней политики Шольца, которая, по мнению экспертов, была откровенно лояльна к Вашингтону. И если раньше такие шаги считались немыслимыми, то теперь это обсуждается на закрытых заседаниях Бундестага. Станет ли Мерц союзником Трампа по расчету, чтобы ослабить давление Брюсселя, или же он пойдет на все ради новой архитектуры Европы, где Германия играет не роль исполнителя, а роль стратега? Это уже не дипломатическая игра, это геополитическая развязка, и выбор, который сделает Мерц, определит курс на годы вперед. По мнению политологов, впервые со времен объединения Германии у страны появился шанс заявить о себе как о самостоятельном игроке,
без внешнего контроля, без обязательств перед США и без страха перед Брюсселем. Но цена вопроса высокая. Любой шаг не туда может вызвать как экономические санкции, так и дипломатическую изоляцию. Так с кем будет мир? С Трампом, играя по-крупному, или с Европой, но под новым флагом? Время компромиссов закончилось. Пришло время именно решений. Следующая деталь может шокировать вообще многих. То, что еще вчера казалось невозможным, сегодня становится полной реальностью. Мерц начал масштабную чистку элит внутри Германии. Это не просто смена лиц. Это демонтаж старой системы, которая годами управляла Германией через закулисные связи, медийное влияние и, как выясняется, тесное взаимодействие с зарубежными спецслужбами. В первую очередь, как я сказал, это ЦРУ. Информаторы из правительства говорят, начались внутренние расследования, охватывающие связи политиков, лоббистов и представителей медиа с внешними кураторами. По неофициальным данным были вскрыты схемы, при которых ключевые решения проходили вне рамок Бундестага. Использовались теневые эксперты, советники и внешние партнеры, чья задача держать Германию в рамках правильного курса. Сегодня это кончается, Мерц ставит вопрос ребром. Либо Германия сама определяет свой путь, либо превращается в управляемую территорию. Первые результаты чистки уже видны, ряд чиновников покинули свои посты, некоторые СМИ изменили риторику, а в службе внешней разведки происходит полная перезагрузка руководства. И все это за считанные недели после ухода Олафа Шольца. Но сопротивление растет, старые элиты не сдаются, в медиапространстве усиливаются атаки на Фридриха Мерца, его называют опасным, слишком самостоятельным и непредсказуемым. Все это звенья одной цепи, потому что если Мерц доведет чистку до конца, Германия впервые за десятилетия выйдет из-под внешнего влияния, и этого кто-то боится больше всего. Показательно то, что многие западные издания стараются не замечать происходящего. Разоблачение, увольнение, расследование – ни слова. Почему? Потому что это угрожает всей системе, которая десятилетиями считала Германию управляемым партнером. Мерц ломает эту модель и не на словах, а на деле. Сможет ли он дойти до конца, зависит от поддержки. Обществу нужно знать правду. Именно сейчас решается, будет ли Германия действительно суверенной или останется тоже марионеткой в чужой игре. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.